Здравствуйте, друзья! Мост в иной мир. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Карелия – это край не только рек и озер, лесов и заповедников, памятников всемирного наследия. Карелия – это еще и край знаменитых и не очень известных мест, которые пользуются популярностью среди российских и иностранных туристов. Одним из таких малоизвестных мест является гора Воттава-Ара Муязерского района в западной части Карелии. Воттава-Ара – загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн. Это многочисленные сейды, деревья причудливой формы, каменный бассейн, мертвая тишина и особенная таинственная атмосфера. Вообще, как и сама гора, ее история хранит много тайн и загадок. Обнаружены эти необычные каменные постройки сравнительно недавно, в 1978 году поисковиком Симоняном. Другое имя горы – Смерть-гора, которое, вероятно, место получило из-за событий 1942 года, когда финны разгромили партизанскую бригаду на склонах горы. Хотя до сих пор неизвестно, кто и когда создал многочисленные каменные сооружения. Считается, что это творение древних жителей Карелии, которые знали о необычных свойствах горы и использовали это место для проведения религиозных обрядов. Воттава-Ара не столь и доступна, на пути встречаются труднопроходимые участки дороги, подтопленные мосты, а подчас и сами реки преграждают путь. Для преодоления некоторых препятствий на пути к горе потребуется полноприводный автомобиль. Но чтобы посетить это удивительное мистическое место, преодолеть все эти трудности стоит. Воттава-Ара открывает красоты Карелии с иной стороны, окутанной тайной и поражающей своей пронзительной мертвой тишиной. Гору Воттава-Ара в Карелии суеверные люди считают местом средоточия злых сил и мостом в иной мир. Здесь растут уродливые деревья, почти отсутствует фауна, озера мертвы. Одно название ее в народе чего стоит – Смерть-гора. Гора Воттава-Ара является самой высокой точкой западно-карельской возвышенности – 417,3 метра над уровнем моря, и до ближайшего населенного пункта от нее километров 30 не меньше. Около 9000 лет назад на том месте, где стоит Воттава-Ара, произошло мощное землетрясение, в результате которого образовался гигантский провал. Так в центре горы возник естественный амфитеатр, усеянный маленькими озерками и скалами. Карельские ученые считают, что Воттава-Ара – это уникальный геологический памятник. Оказывается, не только геологический. В последние годы Смерть-гора стала местом паломничества исследователей различных мистических направлений, утверждающих, что это место – средоточие злых сил и мостик в иной мир. На вершине Воттава-Ары на площади примерно в 6 квадратных километров находится около 1600 камней, уложенных в некоем таинственном порядке. Ученые предполагают, что это древний культовый комплекс. Камни Воттава-Ары можно смело назвать сейдами. Сейд – культовый камень-валун или обломок скалы, искусственный характер вычленения которого из окружающей среды очевиден, то есть имеет явные признаки воздействия человека. Наиболее плотная концентрация камней сейдов на самой высокой точке гряды и по склонам амфитеатра. Камни располагаются преимущественно группами от 2 до 6 штук. Некоторые крупные камни, вес которых достигает примерно 3 тонн, поставлены на ножки, то есть уложены на несколько камней поменьше. Большинство камней лежит по берегам древних водоемов и обрывов. Сейды очень гармонично вписываются в рельеф горы, сказочный вздыбленный хаос следов древнего землетрясения. Кто, когда и зачем поставил здесь эти камни? Никаких предметов, которые позволили бы датировать памятник, до сей поры не найдено. Геологи пробурили дно озера в центре амфитеатра и взяли образцы грунта. Анализ показал наличие мощного пласта фосфора, образовавшегося в течение ограниченного периода времени. Одна из версий фосфорной аномалии – многочисленные акты жертвоприношений подле сейдов, в результате которых появились залежи костей животных. Возможно, и само название «Смерть-гора» связано с многочисленными кровавыми жертвоприношениями. Обычно подобные объекты относятся к саамской традиции, но, как предполагает карельский археолог Марк Шахнович, комплекс на Смерть-горе, по всей видимости, гораздо древнее
и входит в комплекс мегалитических сооружений, возведенных по европейскому побережью Атлантики от Испании до Норвегии в бронзовом веке. Неизвестно, кто, когда и для каких целей создал многочисленные каменные сооружения. Возможно, что это творение древних жителей Карелии, саамов, которые знали о необычных свойствах горы и использовали это место для проведения религиозных обрядов. Все остальные догадки пока относятся исключительно к области гипотетических предположений. Например, есть версия, что возраст комплекса около 2000 лет, а идея его сооружения принадлежит северным племенам гипербореев, жителям древней северной страны Гипербореи. Немало загадок подкинула ученым одна из самых поразительных здешних находок – лестница в небо. Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале 13 ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. Археологи со всей ответственностью заявляют, у здешних племен в древности просто не существовало идеи лестницы, как у других племен не существовало идеи колеса. Вопрос об искусственном или естественном происхождении ступеней пока еще не нашел своего окончательного решения. Пытаясь понять замысел древних архитекторов, ученые составили план комплекса на местности. Однако на бумаге не вырисовывалась четкая фигурная композиция, например, круговая, спиральная или квадратная. А различный возраст камней указывает на то, что комплекс, возможно, формировался довольно продолжительное время. Скорее, на Вотто-Вааре мы имеем дело с грандиозным, не имеющим аналогов в мире культовым комплексом, где в течение столетий отправлялись жертвенные обряды. Не менее занимателен и другой вопрос. Почему именно Вотто-Ваара была избрана древними людьми в качестве места, наиболее подходящего для ритуальных таинств? Оказывается, пока ученые в течение нескольких лет проводили на Вотто-Вааре свои исследования, слух о таинственной горе быстро распространился среди любителей всего необычного. Самодеятельные экспедиции потянулись сюда вереницей, и сегодня здесь едва ли не самые частые гости – экстрасенсы. Раз в году на горе традиционно собираются самые авторитетные колдуны и маги со всей России. Что их сюда влечет? Участники подобных сборов говорят, что больше нигде в России они не испытывают столь тесного контакта с космосом. По словам экстрасенсов, энергетика этого места необычайно высока. Она подпитывает их внутренние силы, словно мощный аккумулятор. Они называют Вотто-Ваару акупунктурной точкой, через которую планета, словно через антенну, осуществляет энергоинформационный обмен с космосом. Проверить это довольно сложно, и остается поверить профессионалам магии на слово. Но не исключено, что и древние обитатели этих мест могли знать о необычных свойствах горы Вотто-Ваара, и потому, когда перед ними встал вопрос о том, где должна находиться страна жертвенных идолов, им долго размышлять не пришлось. К сожалению, серьезных физических исследований на Вотто-Вааре пока не проводилось. Кто знает, возможно, измерения радиационного фона и электромагнитного излучения помогли бы понять природу этого феномена и объяснить происходящее здесь весьма странное явление. Слушая рассказы побывавших здесь людей, только диву даешься. Многие отмечают аномальное воздействие горы на механизмы и электронную аппаратуру, и даже на организм человека. В отчетах нескольких экспедиций можно найти немало описаний того, как наблюдалась одновременная остановка наручных часов сразу у нескольких членов экспедиции. В цифровых фотоаппаратах вдруг оказывалось переполненными свежие флеш-карты, у некоторых исследователей начиналось носовое кровотечение. Люди не могли часами выйти к хорошо видимой цели. Но при таких симптомах надо первым делом обычно проверять местность на радиацию. Вотто-Ваара надежно хранит не только древние тайны, но и предлагает новые загадки. Так неоднократно разные свидетели сообщали о наблюдениях неопознанных летающих объектов в окрестностях Вотто-Ваары. Некоторые из этих случаев происходили непосредственно над ней самой. Например, в 1987 году местный житель сообщил, что наблюдал на горе светящийся объект, который вдруг резко пропал в темноте, а затем вновь появился в кольце огня, который, казалось, исходил из камней. Как только очевидец попытался приблизиться, объект быстро скрылся в небе. В октябре следующего года Вотто-Ваару посетила уже целая эскадрилья НЛО. Как сообщали многочисленные свидетели, двигалась она над горой, быстро меняя взаиморасположение. При этом некоторые из объектов, по словам наблюдателей, исчезали прямо на глазах. Кроме того, странная деятельность в небесах вызвала нарушение в работе магнитных компасов.
Еще более странное сообщение в середине 90-х годов поступило от группы московских туристов, которые слышали странные щелкающие звуки, исходившие от камней. Они не успели даже толком испугаться, как услышали странное жужжание, которое исходило откуда-то сверху, как если бы там кружился громадный фейерверк. Мгновением позже перед ними предстало видение женщины в желтом одеянии. Это зрелище, сопровождаемое загадочными звуками, исходившими от камней, оставило у очевидцев впечатление, что они стали свидетелями чего-то, находящегося на грани между божественным и дьявольским. Не исключено, что все это может иметь под собой основание. Недаром ведь у саамов существовало большое количество запретов, связанных с посещением подобных мест. Запрещалось громко говорить, сюда не допускались женщины и дети, не приветствовался приход из чистого любопытства. К некоторым наиболее сильным камням запрещено было не то что прикасаться, а даже подходить близко. Возможно все-таки, что это радиация. Да и название вершины Вотто-Ваара «Смерть-гора» очевидно тоже дано не зря. Видимо, мрачное название горы дано как некое предупреждение. Как много интересного и необычного скрывают от нас ученые и историки. Почему и для чего они это делают? Напишите в комментариях. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.